Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня мы посетим одно очень интересное и необычное по своей красоте, с непростой и даже где-то трагической историей место, где переплелись судьбы людей из разных стран, где бывали и жили довольно-таки известные персоны, где водовороты исторических событий кроваво ломали привычный образ жизни обитателей этого прекрасного райского уголка. Итак, деревенька Ветстамериена, которая спряталась между двух озер в Гулбенском крае, где находится мыза Штомерзее. Именно так и звучало название нынешней Стамериены в немецком исполнении. Сегодняшний наш рассказ есть продолжение историй о бывших владениях баронов фон Вольф. Как я уже упоминал ранее, древний род балтийских немцев фон Вольф прибыл в Лифляндию из Нижней Силезии в 15 веке. И уже к началу 19 века семье фон Вольф принадлежало 35 поместий на территории современной Латвии. В 1802 году этот край становится собственностью барона Иоганна Готлиба II фон Вольфа в составе огромного имения Шванебург. Самостоятельным поместье Штомерзее станет через 7 лет. Его наследует младший сын владельца Генрих Иоганн Фредерик, а замок на территории поместья уже построит в 1835 году внук первого владельца имения барон Иоганн Готлиб фон Вольф. Но и так как он в свое время принял православие, то правильнее его будет называть Эдуардом Генриховичем. Вот такая краткая предыстория дворца-поместья Стамериены. А дальше при изучении истории замка обнаружились очень интересные факты, о которых я и сам с удивлением узнал. И вкратце попытаюсь рассказать о них в этом ролике. Первый дом был построен при Генрихе Вольфе, а уже основное благоустройство поместья произошло при Эдуарде фон Вольф. Эдуард Генрихович служил в российской императорской армии и рано ушел в отставку в чине ротмистра. Хотя по другой версии барон дослужился до генерал-лейтенанта и был адъютантом императора Николая I. Но как бы там ни было, в Санкт-Петербурге, служа при дворе его императорского величества, страстно влюбляется в Софью Потемкину. И в 1838 году он обвенчался с ней, приняв ради жены православие. Софья Яковлевна Потемкина, дочь Якова Алексеевича Потемкина, героя Отечественной войны 12 года, славного командира лейб-гвардии Семеновского полка. До замужества Софья Потемкина росла при императорском дворе и была подругой великой княжны Ольги Николаевны, впоследствии которая вышла замуж за будущего короля Вюртембергского Карла I. После отъезда великой княжны в Штутгарт гости из Вюртемберга стали постоянно наезжать в Штомерзе. Знаменитый изобретатель дирижабля граф Генрих Цеппелин именно здесь познакомился со своей будущей женой баронессой Изабеллой Вольф из соседнего Альтшванебурга. Перебравшись в Штомерзее, супруги Вольф превратили поместье в прелестный райский уголок. Между Шванебургом и Штомерзе была проложена хорошо благоустроенная дорога. Также в Штомерзе была построена русская православная церковь Александра Невского, при которой была открыта школа. У Эдуарда и Софьи было 3 детей, но большинство детей Софьи и Эдуарда умерло во младенчестве. Первой родилась дочь Софья, которая в 1868 году, скорее всего не без участия Ольги Николаевны, выйдет замуж за графа Эберхарда Цеппелина, младшего брата изобретателя. Оба Цеппелина были адъютантами Карла I Вюртембергского. В 1887 году, после смерти родителям, хозяином Штомерзе становится младший сын барон Борис Эдуард фон Вольф, внушительный послужной список которого такой, что в формате моего видео все и не перечислить. Борис фон Вольф получил прекрасное гуманитарное образование, защитил диссертацию со степенью доктора философии. С 1879 по 1892 год был кабинет-секретарем королевы Ольги Николаевны Вюртембергской. После ее кончины он вернулся в Россию и уже в Петербурге сделал солидную государственную карьеру. А теперь от российского влияния в истории замка перейдем к итальянской истории поместья. В 1893 году Борис Эдуардович познакомился в Дрездене со знаменитой итальянской камерной певицей Аличи Барби, которая ради брака с бароном отказалась от музыкальной карьеры. У них родились две дочери, старшая Александра и младшая Ольга.
мать будущего дипломата и писателя Бориса Бьянкери. В 1905 году замок не миновала судьба почти всех замков Лифляндии и по традиции того времени был разграблен и сожжен сбунтовавшимися латышскими крестьянами. А уже через 3 года был восстановлен Борисом фон Вольфом, правда, уже с некоторыми изменениями. В марте 1917 года, в первые дни подлой, великой и бескровной, он стал одной из жертв февральской революции. Его трагическая гибель в Петербурге описана в повести его внука Бориса Бьянкери «Возвращение в Штомерзе». Проходя по Екатерининской площади Петрограда, столкнулся с толпой под красными знаменами. Его выдала дорогая обувь, и как слугу старого режима осатанелые пролетарии забили Бориса Эдуардовича насмерть. Овдовев, баронесса вышла вторично замуж за сицилийского аристократа Пьетро Томази. Видно, где выйдел. Вот так, вот смотрите. До конца, вот до конца. Ну, пойдем, полетаем, погуляем. Свадьбу сыграли в Лондоне. Именно она и послужила прологом к истории любви дочери Александра и Джузеппе Томази ди Лампедузы, будущего классика. После гибели Бориса фон Вольфа поместье унаследовала его старшая дочь Александра. Она выходит замуж за соседнего помещика Андрея Пиллер фон Пильхау, бывшего русского офицера. Брак был заключен в основном из деловых соображений. Муж Александры был нетрадиционной ориентации. После ухода немецких войск и прихода в Латвию частей Красной армии пастейским помещикам пришлось спасаться бегством. А после разгрома красных, вернувшаяся в страну баронесса Александра фон Вольф получила латвийское гражданство. Замок Штомерзе был одним из немногих помещичьих особняков, избежавших национализации на основании земельной реформы 20-го года. В 1925 году Александра Борисовна знакомится в Лондоне с племянником своего отчима Джузеппе Томази. И через 2 года Джузеппе предпринимает судьбоносную поездку в славянство, как он сам определил, новый для него мир Штомерзе, теперь уже Станриена. После развода с первым мужем Александра Борисовна венчается в Благовещенском храме города Рига Джузеппе Томази, получившим православное имя Иосиф Юльевич. Перед приходом в Латвию Красной армии владельцы дворца покинули страну и смогли ненадолго вернуться лишь в период нацистской оккупации. Зимой 1942-43 годов Александра Борисовна окончательно покинула Штомерзе, забрав с собой лишь несколько предметов из утраченного мира. И напоследок, сицилийский аристократ Джузеппе Марио Фабрицио Сальваторе Витарио Томази, 12-й герцог Пальма, 11-й князь Лампедузы, барон Монтекьяро, барон Делла Торетто написал свой единственный, но один из самых знаменитых итальянских романов 20 века «Гепард». Позже по роману Висконти снял фильм «Леопард» с Бертом Ланкастером, молодым Ален Делоном и Клаудио Кардинале. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.